Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И дошли мои руки наконец-то до обзоров кораблей в Star Citizen. Рассмотрим с вами корабль от компании Aegis — Gladius. Это маленький истребитель, который не рассчитан на бой против капитальных кораблей лоб в лоб, предназначен для маневренного боя как в космосе, так и атмосфере, при этом имеет неплохую дальность действия. Хорош для уничтожения противников не выше среднего размера из-за не очень сильного секундного залпа и количества вооружения. Хорош для быстрых и резких маневров даже в атмосфере планеты. Снаружи мы имеем доступ к большому количеству слотов, тут даже радары, стойки для ручного оружия, доступ к инвентарю корабля, его заправке и прочему оборудованию, которое расположено уже наверху корабля. Интерьеры в силу размеров корабля отсутствуют, но его кабина имеет 4 программируемых экрана для отображения интересующей вас информации. Хотя во время полета видно лишь только 2 экрана, но это если не крутить головой. И не все переключатели, конечно, еще работают в кабине, но зато есть катапультирование и обзорность корабля на хорошем уровне. С маневренностью тут не все однозначно. Вот, к примеру, характеристики его двигателей. Если что, двигатели разделяются на 3 типа. Главные ходовые — корабль летит вперед. Маневровые — корабль летит вбок, вверх, вниз и так далее. И противоходные, которые будут тормозить корабль, если он наберет скорость по прямой. При этом маневровые могут работать как противоходные и так далее. И вот вам табличка сравнения маневренности двигателей с его одноклассниками. Но это все цифры. Как этот корабль будет вести себя в разных условиях. К примеру, вот планета Микротеч. На ней ему не хватает поворачиваемости из-за атмосферы, но это значение будет меняться. К примеру, на Деймаре управляется по ощущениям легче, на Йоле еще легче, а в космосе влияние атмосферы пропадает. Напоминаю, что полетная модель кораблей в разных местах будет отличаться, учтите это. Если вы захотите полетать на планете не в боевом режиме, а в режиме круиза, то проблемы с поворотами станут еще более серьезными, особенно на высоких скоростях. И вроде как в будущем будут введены рабочие управляющие поверхности на кораблях, так что управляемость может поменяться. Прелести игры, которая еще не вышла в релизе. По внутрянке. Щиты здесь первого размера, но целых 2 штуки. Выжить можно 4408 щита. Силовая первого размера можно сделать на 17 пунктов питания и раскидать по оружию, двигателям и так далее. 2 охлада первого размера и можно сделать на 48 пунктов охлаждения в сумме. По грузу здесь 0 ящиков, ибо легкий истребитель. Но есть хранилище с внешним доступом на 650 тысяч для всякого барахла. В плане вооружения у него 3 точки 3-го размера, что для кораблей такого размера неплохо. И вот еще одна таблица с сравнением орудийных гнезд его одноклассников. Так же, как и другая информация, будет лежать в моем телеграм-канале постом. Ссылочка в описании, закрепленном комментарии. И видео производства по Star Citizen и подготовка всего не такое уж и простое дело. Если хотите поддержать, то все так же лежит в описании. А мы возвращаемся к теме видео. Попробовал на нем я разное вооружение. Кинетическое показало себя неплохо. К примеру, репитеры настреливают знатно, но ограниченный боезапас дает о себе знать. Кинетические дробовики показали себя почему-то хуже, чем лазерные, что вообще странно. А вот лазерные репитеры вообще красота. Как и лазерное орудие, так как у орудия малый размер, и значит у него есть даже некое подобие скорострельности. Так что не парьтесь, берите лазерное вооружение. По поводу лазерных дробовиков спорно, только если уверены, что будете биться против кораблей наподобие Cutlass Black, ибо по мелочи попадать не очень удобно. Ну а на кораблях, где пушки уже 4-го размера и 5-го размера, там уже можно пробовать те самые волшебные гатлинги, ибо там большой боезапас. Ракетное вооружение имеется, но не является основным. В стоке 2 подвеса для ракет 3-го размера, в сумме 2 ракеты, и 2 подвеса под ракеты 2-го размера, в сумме таких ракет 4. Можно поставить хоть 16 ракет 1-го размера или 4 ракеты 3-го на весь корабль, что приятно, но не прям чтобы много. Не забываем про размеры корабля, как-никак легкий истребитель. И если надо, в дальнейших обзорах, чтобы я делал таблицу еще и по ракетам, дайте знать об этом в комментарии. Что у нас там по стелсу и заметности корабля? Когда я говорю про заметность корабля, я имею в виду электромагнитное излучение, тепловое излучение и поперечное сечение корабля. Так вот, результаты в стоке, мягко говоря, нехорошие. В стелс-сборке я бы на нем не летал. И также таблица с его одноклассниками для сравнения. У этого корабля действительно неплохая дальность действия. Со стоковым квантом 130 гигаметров.
В системе Стентон этого хватит за глаза, а скорость 190 тысяч километров в секунду. Максимальную дальность можно разогнать до 162 гигаметров, при этом скорость упадет до 179 тысяч, что не так уж-то и мало, скажем честно. Если хотите быстро долететь до точки, то у вас дальность действия упадет до 92,8 гигаметров, но зато скорость возрастет до 266 тысяч километров в секунду. Таблица с его одноклассниками в стоке тоже в наличии, все в Телеграме, ссылки в описании знаете. В перелетах между системами червоточине будет колбасить, но не критично, справиться можно без проблем, но периодически его будет уводить, так что будьте к этому готовы. Данный корабль нам показывали уже в трейлерах Squadron 42, и он уже в золотом стандарте, так что скорее всего переделки, если и будут, то минимальные. И честно не знаю, нужна ли таблица с размерами его одноклассников, если нужна, также пишите в комментарии, в следующих видосах будет, а так он небольшой. Хороший боевой кораблик с неплохой огневой мощью и не задорого, но не за $108, которые просят на официальном сайте. Как стартовый корабль я бы не брал. В плане выбора стартового корабля сделаю, наверное, отдельное видео. Да и огневая мощь у него не прям чтобы самая большая в классе. Хороший, добротный, рабочий среднячок. Это пилотный выпуск обзора кораблей в Star Citizen, поэтому пишите, что добавить, либо что убрать. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.